В 50 километрах от Екатеринбурга стоит уральский поселок Белимбай. На его окраине живут супруги Волковы. Уже больше 10 лет они подбирают брошенных кошек и собак. На сегодняшний день число животных на их участке в 4 сотки перевалило за 200. В районе 200. Точных цифр не знаем, потому что идет все время движение, убывают, прибывают. То есть, да и не заморачиваемся цифрами, знаем всех по именам, знаем, кто где сидит, все это знаем. Но считать дело неблагодарное, поэтому не считаем. Со всех городов России им привозят животных на произвол, выброшенных хозяевами или самой жизнью. Немалое число кошек и собак поступают в этот частный приют с травмами позвоночника, после которых уже не могут нормально двигаться, и им требуется особый уход. По ассортименту, скажем так, это собаки больше всего, потом кошки, есть гуси, остатки у нас 6 штук, и коза. Государство помощи приюту не оказывает, весь он держится на энтузиазме 2 человек. Вообще, как часто привозят вам животных? Насколько вот это число у вас интенсивно растет? Это не зависит, это не прогнозируемо. Могут в день приехать 10 питомцев, а может и за неделю ни одного не приехать. Нет какого-то графика? Да. То есть кто-то приезжает, бывает на день может задержаться, а кто-то на 5 лет может задержаться. Поэтому Кто-то на всю жизнь. кто-то на всю жизнь. Некоторые собаки живут в этих вольерах уже 10 лет. Если входящий, так сказать, трафик, понятно, а пристройство, да, насколько оно у вас? С каждым годом все хуже и хуже. Рынок, скажем громким словом, бездомных животных перенасыщен, очень много хвостов. Гораздо больше, нежели адекватных хозяев. Все приюты по всей стране переполнены. Цель приюта, любого приюта адекватного, это пристройство животного в семью, найти семью. Какой бы хороший ни был приют, семья лучше, потому что он там будет, одним, вторым, пятым, 10-м, но не 200-м, как у нас. То есть в любом случае внимание будет животному уделяться больше. Проблема немножко в другом, потому что у нас такой специфический немножко контингент. Это, повторим, все, значит, у нас старые, больные, косые, кривые, либо с косяками по поведению, то есть это может быть проблема с туалетом, это могут быть поведенческие проблемы, то есть зооагрессия. И таких животных пристроить гораздо сложнее. Когда животное положительно во всех отношениях, как правило, оно уходит хорошо, оно пристраивается достаточно быстро. Поэтому отбираем людей, готовых столкнуться с проблемами, готовых пройти этот путь со своим животным, дабы не травмировать психику. То есть эти возвраты, каждый возврат, он ударяет по психике животного, и это плохо. Лучше пускай животное останется у нас, чем оно попадет в плохие руки. И его там выкинут, убьют, я не знаю, поиздеваются, сломают. Просто себе. даже не будут лечить, Да. просто будут кормить непонятно чем. Или на разведение, да, будут? На разведение после нас бесполезно брать, потому что у нас Все стерильные. стерильные. Мы этот момент сразу закрываем, Отсекаем, да. эту проблему. А вот отношения, чтобы собака или кошка, допустим, она попала, и мы могли это контролировать, как-то отслеживать. В связи с этим далеко не пристраиваем. Владельцы приюта «Хвостатое счастье» Галина и Сергей Волковы не пристраивают своих животных дальше 100 километров от Белимбая. Если новые хозяева передумают оставлять у себя принятую собаку или кошку, ехать за ними придется Волковым. Есть исключения, но это не исключение. Помимо всего прочего, у нас еще достаточно большая часть животных – это спинальники. То есть животные с проблемами, с поврежденным спинным мозгом. И они
в 90% случаев они не контролируют туалет, и они не ходят на задних лапах. И таких животных не берут люди. Берут тех, кто восстановился. Такие случаи бывают, когда вот полностью бывает, то есть собака-спинальник, у нее там сломан позвоночник, но перелом столь удачный, если это можно сказать, что вообще перелом может быть удачным, что животное восстанавливается полностью, то есть функция опорная и функция выделительная, скажем так. То есть все это восстанавливается. И таких забирали и не раз. Сможете прикинуть, сколько у вас спинальников из вот этих вот там 150-200 собак? Ну, у нас где-то порядка 40 животных, больше 45, наверное, животных, вот вместе с кошками, если брать. Ну, вот. К разговору о спинальниках, на ваш взгляд, вообще эти собаки после получения таких травм, после которых они не могут двигаться, не могут самостоятельно ходить в туалет, они могут быть счастливыми? Конечно. Собака-спинальник может жить практически полноценной жизнью, если рядом с ней находится человек, который за ней готов ухаживать. У вас же есть собака Рита, знаменитая, может не на весь интернет, но на ваш канал, насколько я знаю, я с ней тоже общался на днях. Она выглядит действительно очень жизнерадостной, хотя у нее ампутированы частично передние лапы. Да, она как кенгуру скачет на задних, всегда жизнерадостная. Она пользуется культей, которая подлиннее на передней лапе. То есть, да, она прыгает, она приспособилась, и она не испытывает каких-то нравственных страданий по поводу своей инвалидности. Она вообще не понимает, что она не такая, как другие собаки. Собака и собака. Прыгает, веселится. Вы говорите, что у вас не меньше 200 животных. На какие средства удается содержать такое количество? Ну, мы развиваем социальные сети. В основном стараемся монетизировать различные площадки. Там, где можно размещать видео, где можно размещать статьи. И получать за это какие-то деньги. Да, то есть там размещаются рекламные блоки, и за это выплачивается монетизация. Есть немаловажная такая составляющая, это пожертвования, то есть люди тоже помогают. Хотя мы не любим просить, потому что у нас такая позиция, что кто захочет помочь, тот поможет. Ну, потому что помогают, как правило, очень небогатые люди. Милосердие вместе с деньгами большими, как правило, не идет рядом. Крайне редко, это скорее исключение. Поэтому помогают, как правило, очень небогатые люди. Люди, для которых 100 рублей это тоже деньги. Вот. И лишний раз отнимать у бабушки 100 рублей, если у нас есть возможность, допустим, заработать, мы считаем, что это неправильно. Поэтому мы и ищем возможности зарабатывать, а не постоянно ходить с протянутой рукой. То есть большей частью это все-таки монетизация, но не прямые пожертвования от людей, да? То есть это Нет, скорее показ рекламы и на сегодняшний день пока нет. То есть были соцсети, которые ушли, к сожалению, с рынка, которые, да, обеспечивали полностью нужды нашего приюта. То есть мы не зависели от пожертвований. На сегодняшний день, к сожалению, нет. Все равно пожертвования играют очень важную роль. Сколько лет существует приют? Ну, начали мы этим всем заниматься не как приют, а как платная передержка. Это было в 2011 году. Это уже 13 лет. Ну, да. Но я так понимаю, вот эти все соцсети вы подключили далеко не сразу. Нет, конечно. Первые годы на что вы существовали? Или собак было заметно меньше? Ну, я же сказала, что у нас была платная передержка. То есть мы брали собак за деньги от кураторов. То есть за каждой собакой стоял человек, который оплачивал ее питание, ее лечение и ее содержание. Ну, то есть, грубо, нашу работу. Естественно, эти деньги в первую очередь тратились на тех собак, которых бросили кураторы, такое тоже часто очень бывает, и тех собак, которых насобирали мы сами.
потому что сложно, занимаясь зоозащитой, пройти мимо какой-нибудь искалеченной животинки. Да? То есть ты такой едешь на машине, видишь сбитая собака, и ты такой, за нее платить не буду, ты поехал дальше. Вот, то есть это не совсем нормально, я считаю. Государство какое-то участие принимает, или положительное, или отрицательное? Нет, Есть какая-то помощь или вред? Палки в колеса вставляет. Помощи не было, да? Помощь от нашего местной администрации была один раз после пожара. Когда у нас был пожар, нам выделили машину. Телегу Телегу отсева. Телегу отсева. Обещали еще одну. И трактор. Трактор? Да, вот на гусеницах, который был. Часа 2, наверное, у нас поработал. Вот это была помощь единственная за все время от государства. А палки в колеса, да, то есть это проверки. Жалуются. Они обязаны сейчас уже меньше. реагировать. Жалуются большей частью соседи или нет? Соседи. Соседи, да? Соседи. Вообще, какое отношение к приюту? Вы же находитесь в черте поселка городского типа, да, Белимбай, это ПГТ. Мгм. А какое отношение к вашему приюту со стороны соседей? Или оно разное совершенно? Разные. Радостная. У некоторых, да. Нет, кто-то к нам относится хорошо. Вот наша помощница Юля живет с нами по соседству. Она совершенно спокойно относится к нашему приюту изначально, еще до того, как она у нас начала работать. Вот. Есть соседи, которые нас люто ненавидят. Есть люди, которые считают, что у нас здесь прям вот сколько мы ведер выносим в день отходов, да, столько же примерно ведер денег у нас каждый день сваливается. То есть считают, что у нас прям тут очень много финансов. Как бы нам все помогают, и государство считает в том числе, как это не помогают. Конечно, помогают. Мы на зарплате. Да. Мы на зарплате, нам дают дотации, нам выделяют деньги. Люди считают так. Вплоть до того, что вот как пожары они специально устроили, просто им деньги дали на собак, а им кормить собак было неохота, и они сожгли приют. А что за пожары? Вот в двух словах, когда он был, какие было последствия и как он возник? 2 пожара было у нас. Первый у нас пожар был в 2018 году, в мае 18-го, в конце мая. Вот у нас сгорели практически все вольеры. У нас на тот момент было 17 вольеров, из них осталось 3 целых. Остальные 14 у нас сгорели. Вот. И погибло у нас тогда 5 собак. А вот второй пожар, его очаг возгорания был в месте, которое граничит только с соседями. Во втором пожаре за одну ночь задохнулись от дыма и сгорели заживо 50 собак, кошки и другие животные. В обоих случаях настоящие причины возгорания до сих пор не установлены. Надо отметить, что у большинства собак в приюте подрезаны голосовые связки, чтобы их лай не докучал соседям. Там не было электричества. Там не было электричества в этом Там помещении. стена просто, она в хлам сгорела. То есть там не было ни проводов, ничего вообще. И не было к ней подхода с улицы, да? С улицы То не есть было. это именно пограничный участок, да? Да, граница с соседями. Это дальний край от соседского входа. И были бутылки. Да, и были найдены Разбитые. разбитые бутылки с другой немножко части рядом. Вот оттуда. У нас было помещение, в котором находились, будь здоров, собаки. Там были инвалиды в том числе, у нас там спинальники погибли. И были там мелкаши. То есть теплое помещение, в котором жили собаки, которые не могут жить на улице. И были козы. То есть сгорелось там, где жили козы. Откос ушло. Вот. А бутылки разбитые мы нашли рядом с вольерами, за вольерами. То есть кидали туда, в надежде, что там тоже загорится, будет в 2 местах пожар. Но по какой-то причине не Но загорелось. не успел огонь туда перекинуться. Там не было деревянных строений. Хорошо знали расположение. Да. Где какие деревянные строения находятся. Много животных погибло в этот второй Очень. пожар? Очень. Больше 50. Больше 50? Да. Это собаки? В основном собаки. В Да. основном собаки. Это погибли все козы, которые у нас были. У нас их было штук 5, наверное, на тот момент. Да? Штук 7 даже. Штук 7 даже было. Погибли у нас собаки, погибли у нас кошки, кролики у нас были. Кролики были, цесарки у нас были. Сколько человек работают в вашем приюте сегодня? 3. Я, Сережа и Юля.
залысина вон уже обрастать начала. Такая мягкая, да? Юля соседка по поселку. Как давно она у вас? 2 года. Она на альтруизме работает или она получает Ну, какие-то за деньги? зарплату. На зарплату. Вы платите ей зарплату. Конечно. У вас как-то разделены обязанности? Вот что входит? Вы как-то разделили по животным, да, группы животных? Юли кто за кем раньше занимались всем вместе с Сережей вдвоем. Вот. А потом, когда тяжело физически, очень тяжело, то есть весь день полностью, вот прямо от рассвета до заката, все это уходило на уход за животными. И приняли решение с Сережей попытаться кого-то найти. Ну, мы как бы периодически кого-то искали, мы периодически брали, у нас работали бомжи. Вот, один у нас даже 2 года почти, да? Почти 2 года у нас проработал. Вот. Остальные так, неделя, 2 максимум. 2 дня. 2 дня было, да, то есть такое, что вот, вчера появился, через следующее утром мы просыпаемся, его уже нет. Дверь не закрыта. По-английски. Узбек работал один. Да, Вот. нанимали. Психанул, говорит, все, я больше не могу работать. Уехал, через полгода приехал, говорит, возьмите меня обратно на работу. Мы не взяли. Мы не взяли. Сможете прикинуть, на что, в каких пропорциях расходуются деньги в Бюджет? приюте, да, вот бюджет? Что львиную часть забирает, что меньше? Вот, Самая основные. большая статья расходов – это корм. Вторая по затратам статья большая – это зарплата. Потому что люди бесплатно могут Имеется, наверное, не работать. только Юля, а еще и наемные рабочие, которые выполняют те или нас- иные строительные работы, да, здесь? Нет, у нас есть менеджеры, которые занимаются, Сережа не может освоить и охватить все Нет, соцсети. освоить-то я могу, но времени не хватает на публикацию в остальных социальных сетях. И у нас часть социальных сетей ведут менеджеры. У нас есть монтажер, он монтирует видео. Видеомонтажер, У нас да. есть менеджеры, у нас есть копирайтеры. У нас команда, несколько человек. И эта команда, она работает тоже за деньги, потому что люди тратят свое время. Ну и еще Юля. Лечение собак медикаментом, мне казалось, что после корма вы назовете эту статью. Она все-таки ниже, она не Ниже. такая затратная даже, Она да? не такая Точечная скорее. Да, она может быть и затратная. То есть бывает так, что вот нужно на собаку потратить на 200 тысяч. Но это потратить надо здесь и сейчас. А не то, что это каждый месяц надо будет тратить по 200 тысяч на эту собаку. Это разовые акции, какие-то разовые суммы. Ну и у нас получается, что мы за зиму подкапливаем деньги к лету. Летом у нас, как правило, период стройки. стройка. Да, то есть и летом мы тратим то, что мы накопили за зиму. Ветеринарные клиники какие-то можете отметить, которые вам как-то помогают? Или все вас считают по общему прайсу, никаких скидок, никаких Нет, поблажек у нас- вам не дают? Та клиника, в которую мы чаще всего ездим, это наша в Первоуральске клиника, ветеринарная Ветплюс. Там у нас постоянная скидка. Сейчас вот наберу. 10 или 15%. Да, или 10 или 15%. Но это при условии, что мы оплачиваем сразу. То есть если Да мы... нет, они как бы дают. Дают? Ну, раньше до этого было... Изначально Изначально, они такое то есть ввели, да, если- но они понимают, что знают, что Волковы заплатят все равно, поэтому нас отпускают, идите заплатите потом, никуда вы не денетесь. То есть, как бы, Ну, мы им скидка. делаем хороший прайс, мы им делаем выручку. Ну и вот за тот период, который я у вас здесь пробыл, недолгий, я застал у вас стерилизацию, к вам приезжала Юлия Юлия Бабкина, Бабкина, да, да, ветеринар. да. Она из Екатеринбурга, да? Да, у нас Екатеринбурга, у них с мужем ветеринарный кабинет. Пытается вам Она тоже Она помогать. пытается помочь, да. Да, не только нам, она вообще, в принципе, помогает очень сильно зоозащитникам.
Она не только к нам ездит, она ездит по всей области, она ездит По России. по России, ее приглашают на юга регулярно. То есть это Краснодарский край, туда, в ту сторону она едет, вот в ноябре она опять туда поедет. И она ездит еще, по-моему, на Новосибирск. У вас на чаще стерилизацию, да, именно проводят? Да. И у вас, так как у вас регулярное поступление новых животных, вам эпизодически вот они накапливаются, какая-то их часть нестерилизованных, да, и вы ее приглашаете, она приезжает и сразу Мы у вас... сразу договариваемся, то есть она приехала, и мы договариваемся, когда она приедет на следующий месяц. Она приезжает один раз в месяц. Мы к этому времени собираем своих животных. Есть тут сарафанное радио, которое оповещает местных жителей. Вот они тоже подтягиваются со своими хвостами. Приносят и стерилизуем кошек, и собак. Из других приютов. И из других приютов приезжают. Сможете вспомнить самый большой донат от пользователя? На забор, наверное, нам дали да, денег да. 350 тысяч. Это нам блогер, как ее? Сезонник. Анастасия Сезонник, блогер. Мы с ней познакомились на передаче видео в Москве. Она сказала, что я вам помогу. Вы, говорит, определите, что вам нужно. А у нас как бы, ну вот самое затратное и самое такое дорогостоящее, большое, это был забор, который у нас умирал из года в год, и с каждым годом он все... Ну, короче, зимой Сережа ездил на передачу, и я понимала, что весной этот забор просто ляжет. Там познакомились, она прониклась в вашей деятельности, да, и захотела вам помочь, да? Да. Есть какой-то вот внутренний страх или опасение, то, что однажды настанет день, когда их станет нечем кормить. Вот либо уйдут площадки какие-то, либо монетизация снизится, либо еще что-то, или вы достаточно уверены в завтрашнем дне? Вот в этом Я аспекте? в муже уверена, он все равно что-нибудь придумает. Да нет, у нас на самом деле очень отзывчивые подписчики. Их не так много, может быть, как у других каких-то популярных блогеров. Зоозащитников. И не только зоозащитников. Ну, вообще, я думаю, что нам люди помогут. Today's gonna be the day that they're gonna give it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding. Потому что когда мы сгорели, нам тогда вот помогали очень сильно. Очень сильно. Причем приехали, вот я помню, приехали люди на машине, вот, они там что-то привезли, и смотрят на меня, говорят, вы нас не узнаете? Я говорю, нет. Она говорит, вот там какое-то время назад, там сколько-то лет назад, вы у нас совершенно, мы нашли собачку на улице, таксу, вы у нас ее вот без всяких денег, без ничего, вот просто так ее забрали. И потом там пристроили все. И мы вот услышали, что у вас такая беда, и мы решили, что мы хотим вам помочь. And after all, you're my wonder, you're my wonder. А кто вы по профессии вообще? Кем вы были до приюта на гражданке, скажем так? Я юрист по образованию, второму, по первому. Я инженер-сварщик. У меня два высших образования. Варить умеет только борщ. Ты? Я геодезист ПГС. Вы же вынуждены находиться здесь практически неотлучно в приюте, да? Вы не можете позволить себе уехать в отпуск, не можете поехать на море. Наверное, для вас большая роскошь это сходить в театр, даже не финансово, а просто вот по времени, да? Даже в кино не можно. У вас достаточно простая машина, вам, скажем так, вряд ли в ближайшее время светит какая-то хорошая иномарка. То есть вы, я пытаюсь перечислить все те простые человеческие радости, которыми живут большинство людей, и которые вам недоступны в силу вашей вот этой сложной деятельности. Вот бывает какая-то тоска с этим связанная? У нас же никто не заставлял этим заниматься. Мы это все добровольно начали, поэтому... У нас
все не так плохо, как вот ты все расписал на самом деле. Конечно. У нас... Какие у вас радости, да? Нет, не то чтобы радости, у нас машина относительно не такая старая, она не так часто ломается. Если взять приют Мишутка, допустим, да, у Ольги с Андреем, у них машина там просто разваливается. Они едут, и они не знают, доедут они из Сесерти до Екатеринбурга или нет. Вот. У нас есть освещение, у нас есть электричество, у нас есть забор, у нас есть вольеры, у нас есть теплые помещения, у нас есть доставка корма, у нас есть какие-то социальные сети. Ну, Сереж, ты сейчас перечисляешь все то, чего, может, не достают в других приютах, Да. а у вас есть. Да. Я спрашиваю о другом. Я спрашиваю, вот, не знаю, вот на море не хочется поехать? Хочется. Хочется. Ну, конечно, И хочется. вот что-то вот такие подобные какие-то вещи там. Когда тебе хотелось? И регулярно. А мне почему ничего не сказала? А что от этого изменится? Нет, ну ты бы сказала, ой, так на море хочется. Давай хотеть вместе. Да. Тем не менее, вы просто от этого отвыкли, или все-таки бывает, Да мы что там не этого не были. хватает? Я Нет, пытаюсь понять. я на морях бывала в детстве, вот, то есть как бы хочется, конечно, и хочется попутешествовать, посмотреть мир, это интересно, но не на кого оставить, вот не на кого. И, понимаешь, Михаил, мы как бы реально к этим вещам подходим. Смысл сидеть и фантазировать то, чего нереально. То есть можно с таким же успехом нафантазировать, что нам прилетит друг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Мы понимаем, что это нереально. Вот. Мы, как бы у нас какие-то приземленные планы. Нам приземленные планы найти нормальных строителей, электриков, да? Да. Вот. Нет, все равно мы с Сережей не молодеем, вот, и рано или поздно мы понимаем о том, что рано или поздно мы просто чисто физически не сможем Заниматься этим дальше. Вот. Тут две возможности, два пути. Первый путь это из разряда фантастики, то есть это настолько найти источник финансирования какой-то, да, там соцсети, я не знаю, может быть еще что-то, Популярность дикая. может там. какой-то спонсор с неба на нас свалится, кто ж его знает, всяко бывает в жизни. Вот, может, мы тут скважину нефтяную где-нибудь нароем. И мы будем просто сидеть, платить Да. деньги. Управлять, Да, но то не есть мы- выполнять физически эти работы, Да, мы то, что сможем уже будет тяжело. нанять людей, которые будут выполнять ту физическую работу, которую мы будем не в состоянии делать. Вот. Либо второй путь, который более реален, это просто остановить прием животных, и те, кто у нас уже есть, они со временем просто сойдут на нет. Кто-то пристроится, кто-то покинет этот мир. Вот. Но если вдруг всяко тоже в жизни бывает, все под Богом ходим, что называется, мы где-то с Сережей одномоментно погибнем на пару. У нас есть Ты что? договоренность с приютом Мишутка Ольга. Ты договорилась, да? Да, конечно. Что Ольга заберет наших хвостов. Всех. Всех. Есть куда? Ну, у них там гектар земли, по крайней мере, пока. Есть земля, но пока нет еще вольеров. И... Нет, там есть что-то, но не в таком объеме, не в таком количестве, Ну, которое понятно, бы... что нет, что если будут уезжать хвосты, с ними поедут их помещения, в которых они будут. У нас все мобильное. У нас Мы- вольеры можно Мы разобрать, как перевести. цыгане. Домики вот эти теплые, они тоже как бы мобильные, их можно манипулятором поставить на машину и перевести. Вообще скажите, вот выбранный вами вот этот непростой путь, что вами движет? Вот помимо сострадания к животным, в более таком глобальном формате, то есть я предполагаю, либо это просто желание как-то достойно прожить свою жизнь, или вы тем самым обрели вот этот смысл жизни, который многие не могут для себя найти. Может быть, вы, я не знаю, вы верующие? Нет? Нет? Нет. Может быть, это связано с тем, ну, что вот... Как бы вопрос веры такой достаточно, не скажу, что сложный, но для меня В церковь не ходим. не создай кумира. Вот для меня церковь это кумир, которого люди создали для себя и ходят ему поклоняются. Я считаю, что это неправильно. Ну, по поводу веры хотел сказать, что есть люди, которые в силу веры, они Что нельзя... выбирают путь грешить. мучеников, скажем так. Это ваша история или нет? Что движет вами? Нет, ну сложно сказать, не знаю. Тут мы просто, понимаешь, мы ввязались в это и уже как бы просто заднюю включать смысла нет. Подсели.
Не то чтобы подсели, просто... И выйти из этого по-хорошему очень сложно. Нет, если есть возможность, допустим, прикрутить, да, там, совесть, какие-то эти... Закрыть глаза. Если человек может, допустим, сказать, что я больше не занимаюсь благотворительностью. Вот, и все. И берет и говорит, до свидания. Вот. Были такие случаи, когда человек говорил, что мне это все надоело, я уехал. Забирайте своих собак, кошек, куда хотите. Завтра они все будут за забором. Вот. А у нас, как бы видишь, получается, что вариантов больше нет. Жалко их просто-напросто. Мы не то, То есть чтобы... вы ввязались в такое дело, из которого выйти вам не позволяют моральные убеждения, да, теперь? Ну, наверное. То есть это вот... Не, ну тут не только дело в этом. Дело в том, что это еще и гигантская подпитка от них. Вот люди спрашивают, да, как нам Лена приезжала, и она говорит, мне подписчики сказали, узнай, откуда они черпают свою силу. Они ведь пашут и пашут, откуда у них сверхсила, где источник. Вот, они не только берут, они еще и отдают. И отдают, бывает, даже больше, чем они берут. Ты, Миша, почувствовал от них? Я почувствовал не то слово. Я же говорю, у меня достаточно равнодушное было отношение к собакам, в принципе. Я животных люблю в целом, но если выбирать собаки, кошки, мне как-то вот собаки были мне не совсем понятные, что в них вот хорошего. Но у вас я успел, да, влюбиться. Подпитка есть, да? Подпитка есть, конечно. Да, подпитка мощная. Но ведь вместе с подпиткой у вас и горести приходят. У вас сегодня умер один из питомцев, Митя, да? И вместе с радостью здесь же и горести. Вот это все вместе. Это но тем не менее, это общая жизнь. энергетика. Это жизнь, да? Это неизбежно. Она же как бы... Жизнь-то она нейтральна. Эмоциональную окраску дает сам человек. Да? Но это как бы тоже все должно быть в меру. То есть нельзя постоянно сидеть, рвать волосы на голове и кричать, что все плохо. Вот. Надо смотреть реально на вещи, что есть и минусы, есть и плюсы. Но, опять же, только от человека зависит, будет у него больше плюсов или будет у него больше минусов. У меня за тот недолгий период, который я у вас здесь пожил, спасибо вам еще раз огромное за приглашение, Приезжай. за эту неделю, я так невольно наблюдал за вами, и мне пришла в голову такая мысль, что, возможно, этот приют и эта деятельность, она является мощным таким гарантийным фактором крепости ваших семейных уз. То есть мне подумалось, что фактически вы не имеете права на развод, вы не имеете права даже на длительную ссору, потому что у вас вот этот огромный общий быт совместный, да, с этими животными, и вот так ли это? Попробуют про развод подумать. Да? Может быть. Эта деятельность, она укрепляет настолько, что вы не можете выйти как бы теперь из этого союза. Вот есть, причем я знаю, что у каждого из вас до вашего брака были другие браки. То есть у каждого есть опыт развода. Но у вас союз, он уже совершенно точно окончательный, да, и выхода из него нет, я правильно понимаю? Не из этого. Нет? Нет, не из-за этого. Здесь просто жизненный опыт. Мы слишком долго к этому шли, в принципе. То есть это 2 брака до этого у меня, 2 брака до этого у Сережи, поэтому это тот опыт, который был нами накоплен. Вот он привел нас к тому, что мы вместе. И я так думаю, что даже тут вне зависимости от того, будут у нас хвосты или не будет у нас хвостов, не от этого зависит. В одном из видеороликов, которые были у вас на канале, выходили, я очень много их посмотрел, Галя говорит о том, какие качества необходимы человеку для того, чтобы открыть приют. Какой-то такой у вас ролик, что нужно для того, чтобы открыть приют. Подкаст. Как-то так, да? Подкаст это был, да? И ты там упоминаешь, Галь, брезгливость. Вот ты говоришь там о том, я помню, что человек не должен быть брезгливым, потому что эта работа часто связана с какими-то, не самыми приятными моментами. Да? И бужирование собак и кошек. Не в каждом приюте И есть прочее. спинальники, но в каждом приюте животные ходят в туалет. И убирать за ними приходится регулярно. И это пахнет. Да, и это пахнет, и это выглядит не очень красиво, и все остальное. Поэтому человек не должен быть брезгливым в этом плане. Вот у меня вопрос такой. Ты всегда была такой? И ты, Сереж, тебе тоже вопрос.
Или это пришло Это в приюте пришло. постепенно? Это пришло. Я больше скажу, вот, ну, это не касается брезгливости, да, это касается просто вот немножко другой стороны, но до того, как я начала заниматься приютом, при виде крови я падала в обморок. И все. Реально. То есть я даже свою собственную кровь, я там вот, ну, из вены, допустим, да, я всегда в клинике говорила о том, что мне нужно, я могу упасть в обморок, поэтому давайте возьмем кровь лежа. Вот, сдавала ее лежа. Сейчас я совершенно спокойна, то есть у нас был случай, когда на прогулке волонтеры, собаки сцепились, одна другую порвала, они пришли с бледными лицами, там кровь бежит, все плохо, что делать? Я говорю, совершенно спокойно посмотрела, ну надо зашить, все, то есть там, забрала собак, отправила людей, вот, Сережа подержал, зашили собаку, все, мне потом люди пишут: Галина, вы такая маленькая и хрупкая, но такая сильная женщина, которая ничего не боится, у нас даже парни перепугались, а вы совершенно спокойно на все отреагировали. Это опыт, это время, которое было, через которое пришлось пройти. Вот это всё. Вообще можно сказать, что за те 13 лет, которые вы занимаетесь приютом, и в течение которых вы становитесь не то что свидетелями вот таких историй вопиющих, а во многом их, ну не участниками, а скорее как расхлебывателями, да, что у вас за это время как-то поменялось отношение к людям? Да нет, все люди разные, мы это понимаем. Попадаются хорошие, попадаются плохие. Просто у нас как на острие это все. А как вы считаете, есть такие отдельно свободолюбивые собаки, для которых ваш вольер становится тюремной камерой? Есть, конечно, бывают такие ситуации сплошь и рядом. Это собаки-парии, так называемые. Собаки-парии – полудикие собаки неопределенного происхождения. В популяциях этих собак идет жесткий естественный отбор, отбраковывающий все нежизнестойкие формы. В своем поведении не ориентированы на человека. То есть изгои, они им не нужен человек, совершенно не нужен человек. Человек для них ими воспринимается только как кормовая база, то есть кастрюля, все. Для таких животных помещение в любой приют, даже самый фешенебельный, это будет сообразно тюрьме, да. То есть они будут испытывать стресс дичайший, люди будут испытывать стресс дичайший, работая с ними. Вот, поэтому таких собак мы стараемся не брать. У нас вот на сегодняшний день осталась одна такая собака. У нас было несколько, которые приехали к нам в силу разных обстоятельств. Вот та, которая осталась, она у нас появилась, наверное, почти в самом начале нашей деятельности. Ее нашли с раной в голове, стреляной. Ну, видимо, обстреляли резиновыми пулями, потому что самой пули не было. Но было отверстие в голове. Вот. Было видно, что собака кормящая, но щенков не нашли. То есть, скорее всего, она, возможно, предполагается, что, видимо, защищала щенков. И в нее выстрелили, и щенков просто у нее забрали. Возможно, не знаю. Естественно, собака была без сознания, то есть сказать о том, какая она адекватная к людям или неадекватная, было невозможно. Ее поместили в клинике подлечили. И вот когда уже подлечили, стало понятно, что собака абсолютно дикая. Она неконтактная. Проживя с нами, уже получается лет 12, если не все 13, она до сих пор не подходит к нам. То есть она, она может подойти, вот ты заходишь в вольер, она тебя знает, она знает, что ты принес еду, она может с тобой рядом стоять, но стоит ей почувствовать руку на себе, она тут же убегает. Почему она остается в приюте столько лет? Почему тогда вы ее не отпустите? Потому что это было уже поздно это делать. Она уже привыкла, что еда есть всегда. Она смирилась с тем, что она живет в вольере. Да, то есть как вы это считали? Но она не убегает. Она же не расскажет об этом. Она не А убегает. у нее была возможность убежать? Во время пожара Во время пожара были возможности такие. она пошла с толпой. Со всеми собаками. Она жила в вольере не одна, и она просто пошла Со своей мини-стаей вот этой, да? Да. Вот. И все надо делать вовремя.
бывает ли у вас такое, что с одной стороны вы понимаете, что этому животному будет лучше в семье, лучше туда, куда его заберут, но тем не менее вот прям не хочется отдавать? Бывает, конечно. Или вы здесь также переступаете себя и отпускаете его? Ну, по-разному. Нет, если я могу отпустить, то мы отпускаем, да, то есть мы отдаем и все. Но бывает так, что животное прям прилипает, и оно никуда не едет, остается с нами. Я знаю, у тебя есть несколько таких Да, собак, да? конечно. А может даже несколько, может даже больше десятка, которых ты никому не отдашь ни при каких отдам. условиях, Да, да? да. Пару-тройку назовешь? Ну, тоже вот Кнопка, Кнопушка. Так. Кнопушка, да, это. Тося никому не отдам. Да много. Коко. Коко. Коша, да. Ну, большей частью мелкаши, которые живут с вами в доме, которые с вами спят. Вы спите с собаками? Да. Ведь со всеми, которые здесь? То есть Не Ну, все. кто может забраться. кто может. Ну, то есть 10-15 собак у вас в постели 10. может ночью обитать, да? 10 спит с нами. Сейчас я вам покажу, как мы готовимся ко сну. Смотрите. Баба Женя не дошла. Остальные все уже здесь. Вот. Причем это все на маминой половине. Мамочки греют место. Да, еще вот бежит. Да. Мамочка! Ура! Вот такие вот мы пришиблитые. Есть те, которым это не нравится, мы не заставляем. То есть, ну, нет, насильно мил не будешь. Вот. Тесно? Нет, нормально, привыкли. Бывало хуже. Мы когда жили у собак, то они все спали с нами, и вот это было тяжело. Потому что Сережа говорит, я не могу больше так. Ногу протягиваешь там, зубами, так, опа, ногу. Опять ее, снос затекает же, опять ногу протягиваешь, там опять зубами. Да блин, душа, что ж такое-то? В твоих роликах, Сереж, ты часто призываешь подписчиков воздержаться от негативных комментариев по отношению к людям, которые привозят вам собак, отказываются от них, которые жестоко с ними поступают, бывает. А это делается только в целях цензуры, или ты действительно не испытываешь гнев в отношении этих людей? Ты это гасишь в себе? Или все-таки за кадром, что называется, ты также осуждаешь, как большинство подписчиков? Как ты справляешься с этими эмоциями, если они есть, или их нет? Нет, просто тут, когда я говорю, что давайте не будем негативить, во-первых, тут есть несколько вариантов, почему я так говорю. Первый вариант — это когда у людей действительно нет выхода, да, и они, как скажем... Обстоятельства сильнее Да. оказались. Да, то есть люди бывают пытаются, у них не получается. И осуждать за то, что у них не получилось, я не вижу смысла, поэтому они привезли животное, уже спасибо им за это. Это первый момент. Второй момент, когда все неоднозначно, мы не знаем, нельзя утверждать, что мы правы и не правы те. То есть когда не до конца понятна эта ситуация. Вот. И еще один момент бывает, это когда толку от негатива нету. То есть можно, там плеваться, брызгать слюной, кричать, Посылать что... проклятия Да, и так далее. а смысл? Но эмоции, они не для толка возникают в человеке. Эмоции — это наше, естественное состояние. У тебя не бывает. Вот ты сейчас перечислил примеры. Да, конечно, есть ситуации, когда люди по тем или иным причинам не могут животное даже держать, но они привозят вам сами. Это немножко другие истории. А вот если вспомнить историю, когда вам мужик какой-то недалекий привез в телеге в мешке собаку. Или когда вы едете к каким-то людям, которые, ты знаешь, что жестоко обращались, вы у них забираете животное. Вот в таких ситуациях у тебя разве не возникает? Смысла в этом нет. Смысла не вижу я в этом. Мы не пытаемся получить вот эту популярность на негативе. Вообще очень хорошо во всех соцсетях набирают видео с трэшем, с контентом, который вот именно там
жесть. Вот когда. Что-то скандальное. Не обязательно скандальное. Там оторванные лапы. Да. Вот когда вот показывают вот это, что вот все плохо, то есть есть даже, допустим, на Ютубе есть команда вьетнамцев, у них несколько каналов, миллионников, и они специально это делают, создают вот эти вот жесткие ситуации с животными, там то собаку привяжут к автомобилю и тащат ее, и потом какой-то там на мотоцикле товарищ едет, останавливает эту машину, берет эту собачку и несет, спасает, то там у какого-нибудь там живодера собаку забирают из петли там, или еще. Специальный контент Я делается. думал, что это постанова, да? Это команда вьетнамских товарищей, они не товарищи, граждан, да, то есть это целый бизнес на ютубе. И вот такие ролики, они набирают очень много просмотров. И вот можно набрать аудиторию благодаря таким видео. Но вот мы как бы не сторонники вот этого трэша, мы не стараемся это показывать. И я не вижу смысла вот это все рассуждать. Я считаю, что это, знаешь, это как бизнес на крови. Ну, ты сейчас немножко в другую тему, на мой взгляд, ушел. Я все-таки говорю о человеческих эмоциях. Я считаю, что здесь как-то ни при чем совершенно смысл Нет, в этом. Смысла нет. Есть смысла реакция. Вот у тебя реакция. Вот я скажу так, мы пока неделю здесь были, я, скажем так, там был свидетелем того, как тебе, по-моему, там подросток бросил под машину петарду, как Не я так под понял, машину, да? там... И ты так жестко, так крепко, так его словцом, так это самое. Да. Это же эмоция? Или ты в этом видел смысл? Вот, то есть может не быть смысла, может просто человеческая эмоция. Я пытаюсь Нет, понять, я- куда ты эти эмоции помещаешь, когда ты видишь истории с собакой. Я на этих подростков покричал вот так вот, чтобы они в следующий раз задумались. А ты думаешь, они задумаются? Я потому что думаю, так да. покричал? Я думаю, да. Если бы они мне... Почему ты не покричишь так на вот этого жестокого какого-то черта, который собаку мучил, когда ты у него ее забрал, например, чтобы он тоже так не делал в будущем? Там дети, а здесь уже человек взрослый. Да, ну хорошо. сформировавшийся. Саша, я понял тебя. Ну, не дети уже, конечно, но это... Подростки. Понимаешь, этим я сказал, они ушли. Они бросили. А вот этому я бы сказал, его бы пришлось бы Успокаивать. ложить, грубо говоря. Ему бы пришлось бы дать в репу. Он бы ответил. А вот который гномика привез в телеге, там просто старый Там дед. просто старый дед, который... для него это было нормально. Простота хуже воровства. Да, то есть это Он обычно... деревенский, для него это норма, абсолютно норма. И Там пытаться нет смысла, да, изменить его мировоззрение, вот, Ну хотя бы внутренне ты кипишь при этом или нет? Мне просто интересно. Или ты вот, ну для тебя это просто, ну ситуация, и вот ты как да нет, конечно, тоже эмоции приемщик есть. принял собаку, отметил. Нет, ты понимаешь, я понимаю просто, Потому что что... подписчики кипят. Они люди. Я пытаюсь понять, ты же тоже человек. Твои эмоции есть же. Да тоже кипит, да тоже Да? кипит. Тоже. Конечно. Я пытаюсь, чтобы он в этом признался, но Нет, он обходит, ты понимаешь? Я кремень. Я кремень. Ну хорошо. Я не имею права. Я же тебе сказал, что, Михаил, в жизни все на эмоциях построено. Надо стараться управлять своими эмоциями. Вообще нам сказали, что мы секта. Да. Хвостатая Хвостатое секта. счастье. Хвостатая секта. Кто придумал название «Хвостатое счастье»? Я. Галя говорит, что она. Ты Да автор, ладно ты, господи, пусть Нет, будет это ты. Галя. Это Галя придумала. То, что животные, даже спинальники, могут быть счастливыми, мы с вами об этом поговорили. Вы счастливы в приюте? Ну да. Конечно. Счастливы. Если бы мы были несчастны, мы бы не смогли. Можно быть несчастным, но совесть не позволяет оставить и продолжать этим заниматься, не испытывая Нет, ничего. это понятно, но люди же видят нас, люди приезжают к нам, не только вот в гости, да, люди приезжают за питомцами. Бывает, в городе встречаемся, в Леруа Мерлен пару раз нас встречали. Да. И Ну, идем как-то с Сережей такие по Леруа, рассматриваем, там что-то обсуждаем, и такой крик: «А, хвостатое счастье идет!» Я аж подпрыгнула от неожиданности. То есть люди узнают, да, у вас Ну, немало не подписчиков. скажу, что прям вообще там на каждом шагу. Но случается. Ну, там бывает иногда. И самое приятное, когда даже вот не в этом, самое приятное в том, что люди, допустим, потом мне рассказывают: вот я там взяла у вас там собачку, допустим, да, вышла с ней гуляю, общаюсь, встречаю там какую-то женщину, тоже с собачкой, мы с ней начинаем разговаривать, и выясняется, что обе собачки-то из Белимбая приехали.